Дакмен, частный детектив и семьянин. Также в ролях тетя Бернис, Аякс, Чарльз и Мамбо, Бабуля, Флаффи и Уран, а также Корнфед. Дело в лице. Несчастливая семерка. Чертова удача, она жестокая госпожа. Так, посмотрим. Это, насколько я понимаю, твоя фишка, и ты должна походить. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 полей. И ты оказываешься прямо на моей компании по вырубке тропических лесов. А значит, в итоге ты должна мне 164 552 доллара и 17 центов. Да какого черта, округлим до 200. Что ты сказала? Я не смогу расплатиться, даже если мы сыграем 100 игр? Боже правый, что же делать? Что нам делать? Минуточку. Простой крестик на пунктирной линии, меняющий пару незначительных пунктов в твоем завещании. Дакмен, ты ведь не пытаешься обманом вернуть себя в это завещание? Бернис, я в шоке. Хорошо, потому что я наделена полномочиями юриста, и любой эффективный план изменения завещания должен начинаться с моей скоропостижной кончины. Так, куда я дела свой бронежилет? Хотите посмотреть на наш проект для тематической научной выставки? Сигареты Тармастер, пиво Вайнбюстер и оружие Сплетко спонсируют категорию под названием «Алкоголь, табак и огнестрелы». Людей могут убить и другие вещи. Узрите «Титаник». 1503 некурящих, не пьющих и невооруженных трупа. Мне казалось, вас тошнит от лицемерных, кровожадных и алчных корпораций. Это да, но главный приз — деньги. Я пошла. Может, нанять сиделку, чтобы ты мог пойти со мной? Что? Ты предлагаешь мне провести вечер в кино с тобой и твоими друзьями? Нет, я предлагаю тебе пару часов покружить на моей машине вокруг квартала. Возле того кинотеатра негде припарковаться. Поздно, они уже здесь. Дакмен, проследи, чтобы дети поели сбалансированную еду, а не заказывай им пропитанную жиром и холестерином пиццу. И не засыпай на диване под соревнования по волейболу в бикини, тем самым давая им громить наш дом, подобно террористам на Ближнем Востоке. Ты слишком много волнуешься, Бернис. Пропитанная жиром и холестерином пицца. Моя подача. Подожди, мне надо поправить лифчик. Мне кажется, чем больше смертей, тем больше у нас шансов на победу. Если мы назовем корабль Лузитания вместо Титаника, то шансы на победу увеличатся в 10 раз. Ошибочное предположение, поскольку у Титаника было гораздо больше жертв. Лузитания, Титаник, Лузитания. Папа, проснись скорее. Что? Бернис уже вернулась? Нет, пап, это Мамбо. Советую позвонить в 911, если не хочешь, чтобы я до конца своих дней носил с собой гниющий кусок плоти. Привет, горячая линия женских фантазий. Наверное, случайно нажал повтор номера. Алло, 911? Понимаю, это звучит неправдоподобно, но каким-то образом Титаник застрял в горле моего сына. Не волнуйтесь, сэр, сохраняйте спокойствие, мы спасем вашего сына. Вещи, застревающие у сыновей в горле. Так, скрепки, теннисные шарики, сценарий сериала Квинси, пекинезы, Рупол. Во, корабли. Андреа Доля, Леденец, Миноу, Посейдон. Есть, Титаник. Вы можете достать лед? Лед найден. Что дальше? Поместите лед ему в горло таким образом, чтобы он прошил правый борт корабля ниже ватерлинии. Лед вперед! Получилось! Он в норме! Я так рада! Слушайте, перед тем, как повесить трубку, я должен сказать, что у вас изумительный голос. Я частенько общаюсь с женщинами по телефону, но еще никогда не слышал такого голоса, как у вас. Спасибо. По правде говоря, у вас тоже очень приятный голос. И, похоже, вы отличный отец. Что ж, всего хорошего. Я только что разговаривал с ангелом. Ангел, Корнфед. Один телефонный звонок, и мне снесло крышу. Она олицетворение всего, что я хочу от женщины. Низкие стандарты? Держу пальцы крестиком. Это было невероятно, Корни. То, что я чувствовал, слушая ее. Прости, но если сейчас начнется пошлятина... Эмоции, понятно? Я испытал эмоции, причем такие, которых уже давно не испытывал. И все из-за ее голоса. Этого сладкого, изысканного голоса.
Я хочу чем-то заняться с ней, Корни. Забавным, волнующим. Хочу покрасить ее спальню, свозить на асфальтовое озеро, заняться серфингом. Так и что, ты до конца жизни будешь полировать свою доску в одиночестве или все-таки перезвонишь ей? Я пытался, но ее начальник не говорит мне ее имя. Выдал какую-то левую отмазку про серийного убийцу, который преследовал операторшу службы 911 и разрубал их на 1000 кусочков. Еще один случай неоправданной предосторожности со стороны руководства. Вот именно. Я должен ее найти. Надо придумать способ выследить ее. Если бы только у нас был знакомый эксперт по таким делам. Дакман, ты видел табличку на нашей двери? Что, нас опять выселяют? Ты неисправим, пернатый уволень. Я про надпись «Частный детектив». Если хочешь ее выследить, почему бы не воспользоваться своими детективными навыками? Не шути так, Корнфед. С чего бы мне вдруг полагаться на них? Туше. Жаль, что закон запрещает делать дюжину звонков в 911, чтобы снова на нее попасть, если только ты не хочешь сообщить о реальной проблеме. Флаффи? Уран! Чем мы можем помочь, мистер Дакман? Сценическое перевоплощение. В кого? В тонущую жертву. Помогите, мой сын упал в бассейн, сейчас утонет. Спокуха, у вас есть веревка, чтобы бросить ему? Вы что, простыли? Нет. Тогда забудьте, должны же они когда-то научиться плавать. Ну и что я бросил? Прикуривай, терять уже нечего. Мой ангел покинул меня. Привет, пап. Что делаешь? Спускаю свою жизнь в сортире при помощи дорогого маркетингового феномена, от которого я буду прикован к постели, опухну и стану неполиткорректным. Вот бы и у меня было хобби. Алло? Да, он здесь. Пап, это какая-то Анджела. Анджела? Не знаю я никаких Анджел. Она похожа на какую-то ангельскую девушку, если, конечно, ее бархатный голос хоть о чем-то говорит. Что? Алло? Алло, мистер Дакман? Это Анджела из службы спасения. Анджела. Простите за беспокойство, просто мне стало интересно, как там дела у вашего сына? Сына? У меня есть сын? А, Мамбо. С ним все хорошо. Был небольшой дискомфорт сегодня утром в туалете, когда выходила дымовая труба от корабля, но в целом все пучком. Я даже не знаю, как вас благодарить за вашу помощь. Так ведь вы почти все сделали сами. Знаете, многие люди совершенно теряют голову в экстренных ситуациях. Просто ваш голос заставил меня поверить, что все будет хорошо. Знаете, я позвонила вам потому, что новенькая здесь, и ваш сын стал первым, чью жизнь я спасла. Поэтому пытаюсь быть в курсе. Не хочу забывать о том, что на другом конце провода живые люди. Ого! Что? Ничего, ничего, это я так, случайно взглянул на свой бицепс. Понимаю, что рискую показаться вам прыщавым школьником, но я тут подумал... Простите, у меня не очень много опыта в таких делах, и... В общем, я подумал, что, может быть, вы захотите со мной сегодня поужинать? Поужинать? Вы заплатите только за себя. Считайте это своего рода благодарностью за то, что спасли моего сына. Звучит интересно. Хорошо, я согласна. Правда? На 3-й улице есть японский ресторанчик. Знаете его? Вроде бы да, он между мясной лавкой Вика и стрип-ки... Короче, я найду. Так значит что, через полчаса? Хорошо, через полчаса. Она сказала да! У этого утенка свидание. Какой счастливый день! Ура, ура, ура! Я иду на свиданку с Анджелой! Бенни, ха-ха, здесь можно смеяться над стереотипами. Скуби-дуби-дум, она со мной. Вы ищете Анджелу? Всю свою жизнь. Чуть не влип. Стоп, ну невозможно быть настолько уродливой. Может, я просто увидел ее не под тем углом? Надо смотреть вглубь. Верно. 60% всех проблем с унитазом скрыты в глубине бачка. Ну ладно, я готов. Не замечай очевидного. Прояви элементарную вежливость. Подсядь к ней и цени ее такой, какая она есть. Вы Дакман?
Спаситель свиданий 2000. Я так и засасываю в себя атмосферу. Эй, я ничего не вижу. Починим через минуту. Но надо подать еду, пока она свежая. Ты отрезал мне палец! Ну что, Анджела, может купить вам лицо, то есть выпить? Я бы не отказалась от белого вина. Белое вино сейчас? Пардон, виноват. Бармен, плесни белое вино и что-нибудь, что избавит меня от страданий на случай, если включится свет. Спасибо. Пардон, виноват. Держи, белое вино. Спасибо. Моя рука! Прости, но по вкусу это какой-то ёрш. Ой, это мое. Ну так что, ты меня такое и представлял? Прости, они забыли положить лимон. Впервые мне в голову ударил чужой напиток. Мое ухо! Это же мое ухо! А вот я тебя примерно таким и представляла. Тем, который входит в комнату и сразу же приковывает к себе внимание. И не говори. Я, знаешь ли, последний живой наследник шведского трона. У меня мировой рекорд в забеге на милю, и еще я получил медаль за то, что поймал пулю, летевшую в президента. Хотя не все из этого правда. Что именно? Да вообще все. Я всегда беру какую-то маленькую правду и обильно разбавляю ее наглой ложью. Сам не знаю, зачем я это делаю. И, кстати, я еще никому в этом не признавался. А не будет ли нахальным с моей стороны взять тебя за руку? Вовсе нет. Ух ты, она чуток больше, чем я ожидал. Моя рука здесь. А это чья? Моя! Не бросишь сюда? Так на чем я остановился? А, ну да. Я хотел сказать, что не знал, чего ожидать от сегодняшнего вечера, но... Мне нравится. Скажи, ты, случайно, завтра ничем не занята? Ты встречаешься с уродиной, да? С чего ты взял? Я и сам пару раз вылавливал такую рыбешку. Ужины в подвале, свидания в планетарии, выходные в темной комнате за проявкой фотографий, сделанных в подвале и планетарии. Понимаю, что это звучит странно, Корни, но Анджела пробуждает во мне самое лучшее, понимаешь? Вообще-то нет. Мы встречаемся уже 3 недели, и я при ней еще ни разу не рыгнул. Ни разу не почесал труднодоступные места и не рассказал ни одного безумно похабного анекдота. Ну, кроме того, про гермафродитов. Обожаю его. По-моему, это любовь. Дорогой дневник, сегодня я услышал, как Дакман произнес слово на букву «Л». Но есть одна малюсенькая проблемка. Она уродина! Такую рожу высмеют даже в колонии для прокаженных. На нее можно смотреть лишь через коробку с маленькой дырочкой. Да ладно, Дакман, может она коротковата или наоборот высоковата, но что-то хорошее можно найти в любом. Да ну, попробуй найти хорошее вот в этом. Неплохое качество печати. Доброе утро, мистер Дакман и Корнфет. Ваши сэндвичи. Боже правый, мистер Дакман! Что с вами случилось? Он встречается с женщиной, у которой проблемы с лицом. Стыдитесь, мистер Корнфет. Все божьи твари прекрасны. Видал? Даже они так думают. От нее зеркала отрескаются. Наверняка у нее есть что-то помимо внешности. Разумеется. Она умная, чувствительная, веселая, начитанная. И у нее огромный внутренний мир. Но долго ли это будет интересным? Дакман, очевидно, что ты питаешь к ней серьезные чувства. Надо посмотреть страхом в лицо. Своди ее на настоящее свидание. С танцами, романтической музыкой и приглушенным светом. Насколько приглушенным? Он будет включен. И думать забудь. А что если я пойду с вами? Составлю независимое мнение и докажу, что тебе не надо стыдиться показываться с ней на людях. Верно, Корни? Ты прав. Давай. Здрасте, столик на 4, пожалуйста. Что ж, видимо, тут самообслуживание. Как насчет этого столика? Видимо, они все приехали на одной машине. Корни, я хочу потанцевать. Труди, у группы перерыв. Ладно, устроим пантомиму. Твой напарник вроде ничего. Надеюсь, я ему понравилась. Да как ты можешь не понравиться? Ты же добрая, забавная. Ты... Я уже говорил добрая и забавная? Может, потанцуем?
У меня такое чувство, будто мы здесь совсем одни. Да, у меня тоже. Дакмен, спасибо тебе за этот вечер. Розу для очаровательной дамы? А может, лучше паранджу? Никто не смеет оскорблять мою даму! Погоди, куда ты? Дакмен, я потратила много лет на то, чтобы свыкнуться с мыслью о своей нестандартной внешности. Но ты-то нет. Я не хочу видеть это выражение на твоем лице, когда ты видишь выражение лиц других. И, по-моему, пришло время с этим что-то сделать. Если не получится, больше ты меня не увидишь. Мне интересно ваше мнение. Как вам мой... одеколон? По какому случаю это старомодное безобразие, пап? Так уж получилось, что у меня свидание, и она придет через минуту. А как она выглядит? Неужели ты настолько поверхностен, что тебя интересует только внешность? Как будто общество — это какой-то маскарад, и нас всех судят по деталям нашего облика. Страхолюдина. Ну да, она звонарь из Нотр-Дама. Но мне плевать, она моя, и я ее люблю, как бы она ни выглядела. По правде говоря, я даже не знаю, как она выглядит. Уже неделю ее не видел. Все звонил и звонил, пока она наконец не призналась, что полностью переменилась. Если повезет, она превратилась из омерзительной в просто уродливую. Дамочка, не знаю, что вы продаете, но я сразу же беру 200 штук, сколько бы это ни стоило. Дакмен, это я, Анджела. Анджела? В смысле, ну конечно, кто же еще, любовь моя? Заходи, заходи. Это Бернис, Чарльз и Меренга. Мамбо. Да плевать. Пап, ты же сказал, что она уродина. Кто угодно, только не уродина, сынок. Ты расслышал не все слова. Так приятно, наконец, познакомиться со всеми вами. Только вот... Где Аякс? Когда он услышал, что у отца свидание, то убежал в свою комнату. Он болезненно относится к возможности замены матери с тех пор, как она умерла. Мама! Похоже, пришел в себя. Ну а ты, Дакмен, что думаешь? Перемены небольшие, мне просто уложили волосы, покрасили их, вставили контактные линзы, сменили одежду, сделали шлифовку лица и наложили галлонов 15 тоника. А я подумал, что у тебя просто туфли новые. Пойдем, Анджела, я налью тебе выпить, и мы поговорим о том случае в твоем детстве, который так сильно тебя травмировало, что ты сочла Дакмена привлекательным. Получилось! У меня наконец-то получилось! Я нашел девушку, у которой есть все! Ту, с которой мне хочется быть и которая хочет быть со мной! И она привлекательная. Любая другая с такой внешностью и очарованием уже давно бросила бы тебя ради кого-то поумнее, красивее и успешнее. Копать, колотить! Рада снова тебя видеть, Корнфет. Анджела? А то! Я наконец-то нашел женщину, которую могу любить и уважать. Гляди, ее глаза смотрят в одну сторону. Здрасте, мистер Дакмен. Мы сожалеем о той поверхностной реакции на фотографию Анджелы вчера. Отцепитесь от нее, наглые приставалы. Дакмен, они такие очаровашки. И мы не кастрированы. Хорош лебезить, вас ждет работа. Отправьте фото Анджелы всем девчонкам, которые отказались встречаться со мной в школе. А ты забавный, Дакмен, и еще щедрый. Я приготовил тебе подарочек. Я гуляю с ним по своей воле. Дакмен, какая прелесть! К тому же не дешевая, потому что их две. Надевай свою, а я надену эту. Она моя девушка, и я ей за это не плачу. Все нормально. От строителей ничего другого ожидать и не приходится. Монастырь сторонников вечного молчания. Детка! Она то, что нужно. Самая очаровательная модель. Детка года. Анджела, зачем тебе эта утка? Просто потому, что мы захотели поместить ее на огромный плакат. Столик на двоих. Давай сядем туда же. Хочу, чтобы этот вечер был в точности как тот. Мы будем танцевать, снова почувствуем, будто совсем одни. Только ты и я.
Это же Анджела, наша женщина часа! Анджела! 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 Добро пожаловать на ваш вечер, Анджела, где сотни людей, которых вы не знаете и на которых вам плевать, собрались, чтобы сказать, как сильно они вас любят. Поэтому давайте усадим вас вот сюда и начнем подхалимаш. Анджела! Анджела! Вот ты где, а я тебя повсюду ищу. Надеялась, что последний танец будет наш. Да ты знаешь, я вышел сюда подумать кое о чем. О нас с тобой. Наверное, сегодня и вправду был наш последний танец. Что? Теперь у тебя полно людей, которые могут дать тебе гораздо больше, чем я. Правда в том, что теперь я недостоин тебя и не могу соревноваться со всем миром. Скоро ты найдешь кого-то получше и бросишь меня. Это лишь вопрос времени. Поэтому давай сэкономим время и попрощаемся сейчас. Дакман, ты ошибаешься. Все эти люди ничего для меня не значат. Я сделала то, что сделала ради тебя. Потому что я влюбилась в тебя и не собираюсь тебя бросать. Наверное, сейчас не самое подходящее время. Давай встретимся завтра. Тебе, глядишь, полегчает. Может, в том японском ресторане, где мы впервые встретились? Я приду в 8. Дакман, уже 10. Ты же встречаешься с Анджелой в 8. Я передумал. Не пойду. Что ты с ней сделал? Ничего. Я сделал кое-что для нее. У нее появился шанс на новую жизнь. Она не должна тратить его на меня. Я буду ей мешать. До конца жизни держаться за нее из страха потерять. Сожалею, Дакман. Пусть звонит.